Если вы спортсмен, это видео будет вам особо полезно. Оно о том, сколько калия и натрия вам нужно, когда вы потеете. Проблема в том, что большинство людей переживают о потере натрия, когда они потеют, но не о потере калия. Так что это видео как раз для таких людей. Нам нужно около 4700 миллиграммов калия каждый день. Можно обойтись и 2500 миллиграммов, если нет физической нагрузки. Но это не удовлетворяет все функции организма. Нужно как минимум 4700. И если вы занимаетесь спортом, у вас стресс или воспаление, другие проблемы, особенно ревматоидный артрит, то вам нужно 6000 миллиграммов в день. Вам нужно 2300 миллиграммов натрия в день. Примерно чайная ложка, без горки, в день. Но это если вы не занимаетесь спортом. Допустим, вы очень интенсивно тренируетесь на улице. Жара, лето, и вы играете в теннис. Вы можете потерять до 2 фунтов пота. Для тех, кто лучше разбирается в метрической системе, не то что мы, американцы, это 0,9 килограмма. Почти 1 килограмм пота каждый час. Так что, если вы футболист или теннисист, или вы в тренировочном лагере, вы физически активны, то вы можете терять огромное количество жидкости. Каковы потери натрия? Знаете, точную цифру очень сложно назвать, но приблизительно от 500 до 2000 миллиграммов натрия в час. Это почти рекомендованная суточная норма натрия. А калия вы теряете от 150 до 500 миллиграммов с потом. Но это еще не все. Есть вещество, которое называется гликоген. Гликоген — это глюкоза, запасенная в мышцах и печени. И каждый раз, когда глюкоза откладывается, нужен калий. Итак, 2 момента. Во-первых, вы расходуете гликоген, и когда вы его расходуете на тренировке, вы теряете также и калий, в дополнение к этому количеству. А если вы марафонец, вы можете принимать гликоген или ГУ каждый час. Некоторые принимают его по сотне миллиграммов каждый час, когда участвуют в забеге. Если принимать гликоген без калия, запасы калия истощаются еще быстрее, потому что для отложения глюкозы в виде гликогена требуется калий. Его будет затрачено еще больше. Вот почему у марафонцев могут быть судороги, вздутие живота или утомление. Это даже больше из-за потери калия, чем натрия. Они потребляют соль, но не принимают во внимание калий. Вот еще симптомы низкого уровня калия. Тошнота, рвота, мышечная слабость, мышечные спазмы и учащенное сердцебиение. И когда будете сдавать анализ крови, знайте, что большая часть калия в организме, 98,5%, находится внутри клетки, то есть в мышцах, а не в крови. Поэтому существует большая вероятность того, что анализ крови не покажет реальный дефицит калия в ваших клетках. Я оставлю несколько ссылок в описании для дополнительной информации о калии. Ознакомьтесь. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новых видео.